Рационализаторство – это деятельность по развитию и улучшению компании, исходящая от самих сотрудников компании. Если работник видит, что на его фронте работы, на подотчетном оборудовании, в бизнес-процессе, за который он отвечает, есть какая-то проблема, сложность, которую он понимает, каким образом можно решить, либо если проблемы нет, но сотрудник, тем не менее, понимает, что процесс можно каким-то образом улучшить, упростить, удешевить и так далее, то он может предложить свое решение ситуации, то есть оформить заявление на рационализаторское предложение. Это заявление будет рассмотрено экспертами, профильными специалистами, будет рассмотрено руководством филиала или общества в зависимости от ситуации. И если оно действительно является полезным, достаточно проработанным, то будет принято решение о его признании рационализаторским и внедрении в производство. Это взаимовыгодная ситуация. Компания получает некое готовое решение, которое позволяет разобраться с существующей проблемой, увеличить прибыль, снизить затраты, сэкономить на чем-либо, либо все вышеперечисленное сразу. Автор получает право на денежное вознаграждение, а также определенное положительное внимание руководства и профессиональное признание. Масштаб и объем предложений также может быть совершенно разным. Например, это могут быть некие небольшие локальные решения, которые затрагивают деятельность только небольшого количества работников, например, одного отдела, либо даже нескольких работников в этом отделе. Например, скрипты или макросы для Excel, которые позволяют автоматизировать обработку большого количества числовых данных и получать результаты анализа за 30 секунд автоматической работы скрипта, а не за 8 часов ручной обработки данных, как до внедрения предложения. Либо же это могут быть некие небольшие конструктивные доработки оборудования, технологических схем, которые не приводят к значительным изменениям самого технологического процесса. С другой стороны, это могут быть очень масштабные инженерно-технические решения, которые затрагивают непосредственно процессы добычи и подготовки газа и очень сильно влияют на деятельность организации. Пример такого решения – это внедрение технологии, которая позволяет увеличить добычу газа с низкопродуктивных скважин старого фонда. А самые инновационные решения, которые обладают новизной не только на уровне организации, но и на уровне отрасли в целом, могут быть преобразованы в заявку на выдачу патента. А в этом случае техническое описание заявки направляется в специальный госорган, Роспатент, который проводит экспертизу решения, проверяет его новизну, техническую составляющую и в случае положительного решения выдает патент, то есть охранное свидетельство, которое подтверждает права организации на решение, что означает, что никто другой, кроме нас и без нашего согласия, использовать эту разработку больше права не имеет. И, соответственно, автор в данной ситуации получает право на определенную долю вознаграждения от использования разработки в деятельности организации в течение всего срока действия патента. Наверное, интересующий всех вопрос – это денежное вознаграждение за рационализаторство. Для предложений, которые приносят организации экономический эффект, размер вознаграждения составляет 5% от достигнутой экономии. Это вроде бы немного, казалось бы, что такое 5%. Однако в истории нашей организации, не очень давней истории, были случаи, когда авторы получали выплаты более 1 миллиона рублей на человека за одно раз предложение. Такие случаи, конечно, редкость. Происходят не очень часто, а вот, например, выплаты по 100 тысяч и более – это регулярная история, происходит достаточно часто. Конечно, не просто так, за определенные серьезные решения, за большую работу, но, тем не менее, это абсолютно возможно. За предложение без экономического эффекта вознаграждение рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает сложность предложения, объем его использования, еще ряд параметров и в максимальном виде составляет 25 тысяч рублей. Тоже такие суммы достаточно часто авторам выплачиваются за хорошие серьезные решения. Что нужно сделать, чтобы подать распредложение? Для начала необходимо ознакомиться с нормативным документом, который регламентирует деятельность в обществе со стандартом организации 095/2017, в котором достаточно простым языком изложены требования к распредложению и описано, что, собственно, является рационализаторским предложением, а что им не является. Вооружившись этим знанием, необходимо изложить свою идею на бумаге в определенной форме, в формате заявления на распредложение и подать ее на рассмотрение. В каждом филиале общества и в администрации есть специально определенные работники, уполномоченные за деятельность, которые могут помочь на любом этапе, то есть помочь найти формы документов, правильно сформулировать заявление на распредложение и по иным смежным вопросам. Если у вас есть интересная идея, стремитесь ее реализовать. Это будет полезно, интересно и выгодно для всех, и для вас, и для компании.